Привет, девчонки, меня зовут Инна. В гостях у меня сегодня ручки Лены, работа моя, покрытию 3 недели. Матовый топ немного запачкался. Здесь у нас покрытие нанесено на стронг базу. Снимаю старое покрытие. Длину не убираю, а свяжу форму. Поверхность я опилила, кутикулу приподняла апельсиновой палочкой, вычищаю птериги. Птериги вычистила, кутикулу вывернула, срез делаю шаром. Полировщиком прохожусь по срезу и коже вокруг. Ногти я обезжирила, наношу праймер бескислотный, он не оставляет липкого слоя.
Наношу каучуковую базу прозрачную тонким слоем на все 5 ногтей. Отправляю в лампу. Пока одна рука у меня сохнет, я работаю с другой рукой. Наношу промазывающий слой камуфлирующей базы, молочная база. Набрала каплю, ставлю около кутикулы, подталкиваю к кутикуле и стягиваю вниз. Помогаю разровняться тонкой кистью. Переворачиваю руку ладонью вверх, проверяю, подправляю. Еще раз переворачиваю перед тем, как отправить в лампу. Если меня все устраивает, отправляю в лампу. Втирку под номером 5 цветную выбрала Лена. Наношу топ без липкого слоя под втирку, а ногти, на которых у нас не будет дизайна, я уже перекрыла топом. На 3 ногтях у нас будет дизайн с втиркой и стемпинг. Топ я просушила 30 секунд. Втираю втирку. Втирка красивая, но мне не понравилось, что у нас на кончике получилась проплешина. Вот сейчас я смахну излишки втирки и будет видно. Набрала еще втирки, но ничего не изменилось. Я редко работаю с втиркой. Под каждую втирку надо подобрать топ и время просушки определенное топа. А здесь у нас уже получается топ остыл. И втирка вообще не втиралась. Я и пальцем попробовала. Здесь немножко лучше втерлась втирка, потому что я прям сразу достали руку из лампы, я сразу стала втирать, но на кончике тоже есть проплешина. Здесь я стала стирать салфеткой, смоченной в обезжиривателе, и вспомнила, я слышала лайфхак такой у Юли Голубковой. Если не втирается втирка, то смочить ноготь обезжиривателем и попробовать на мокрый втереть втирку. Здесь я набрала немного втирки.
Вот здесь я уже набрала побольше, и посмотрите сразу, какой эффект. Это на мокрый ноготь. Ноготь я смочила обезжиривателем. Все. И все ногти я также смочила обезжиривателем. И втирка хорошо втерлась. Смахиваю излишки. По торцу прохожусь легонечко бафиком. Еще раз смахнула опил. И запечатываю торец праймером с липким слоем. Праймеру дала высохнуть. Перекрываю топом без липкого слоя, запечатывая торец. Здесь на безымянном у нас больше ничего не будет. Он останется просто под втиркой. Перед нанесением топа смахнула еще раз. Излишки втирки. И взяла топ, который мне не жалко. Потому что в него все равно попадут частички втирки. Отпечатываю рисунок, принт. И видели, вот так я продавливаю внутри штамп, прокатываю по ногтю, чтобы рисунок отпечатать близко к боковым валикам и кутикуле. Апельсиновой палочкой проверяю, отодвигаю. На среднем тот же самый рисунок, делаю все то же самое. Дала лаку для стемпинга немного просохнуть, перекрываю базой. Просушила базу, перекрываю топом без липкого слоя. Просушиваем топ. Останется нам только стереть с кожи лак для стемпинга и втирку. И все, маникюр готов. Лак я стираю жидкостью для снятия гель-лака. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.